Привет, это Salesmania. Узнаешь что-то новое, подпишись, поделись, лайкни. Раскроем очередной термин. В бизнес-словаре он имеет отношение к постановке задач. Это SMART. Акроним SMART достаточно молод по своему происхождению. Первый раз упоминается в 1981 году. Джордж Доран раскрыл и предложил универсальный и компактный метод постановки целей и задач выразить следующими буквами. SMART. Из общих моментов добавить следует только то, что одна цель – это один результат. Если при постановке цели выясняется, что необходимо закрыть еще другую задачу, то она должна быть поделена на вторую цель и второй смарт. Для начала следует разделять два этих понятия – цели и задачи. Цели – это результат, которого необходимо достичь, имеет более отдаленное по времени достижение, и к ней ведут исполнение задач. Цель как бы питается задачами, а задача – это действие, которое необходимо предпринять для достижения цели. В развитии дистрибуции есть определенные направления, которые могут выражаться в постановке задач SMART. Это повышение дистрибуции, то есть распределение продукта на территории сбыта. Это установка оборудования, с которого может продаваться ваша продукция. Борьба за торговые места и за доминирование торговых объектов. Это увеличение клиентской базы, которая продает ваш продукт у себя на торговых площадях. Снижение дебиторской задолженности, потому что любой производитель заинтересован в продаже своего продукта по более короткому операционному циклу. Это снижение дебиторской просроченной задолженности, которая выводится и не участвует в добавленной стоимости. Увеличение среднего ассортимента в торговых объектах, потому что ассортимент всегда делает объемы продаж. Таким образом, достижение целей должно привести к увеличению глобального объема продаж, а это и есть наша стратегическая цель. Так что же вложил Джордж Доран в смысл акронима SMART? Это Specific – конкретность, Measurable – измеримость, Achievable – достижимость, Relevant – уместность и актуальность, и Time-bound – определенная во времени. То есть у вас каждая цель должна быть конкретной, измеримой, достижимой, должна иметь актуальность на текущий период и определена во времени. У нее должен быть срок исполнения. Давайте теперь разберем, что обозначает каждая конкретная буква акронима SMART. Все начинается с определения, что конкретно и какую задачу необходимо выполнить, а также определяем период, в течение которого будет выполняться задача с конкретной датой ее завершения. Для определения измеримого показателя задачи мы анализируем, например, потенциал территории сбыта или отдела, определяем способности исполнителя задачи, его профессионализм, сравниваем историю продаж, определяем приоритет и нужность данной задачи. Исходя из сказанного, выводим численный параметр, по которому будем судить об исполнении задачи. Например, продать леденцы от кашля Halls с 1 по 31 октября 2020 года. Это и есть конкретность, которая привязана к определенному времени. Далее мы определяем емкость территории, на которой работал самый лучший торговый представитель, например. Понимаем, что эта территория в хорошие времена продавала определенное количество блоков. Видим, что сейчас у нас сезонность, октябрь месяц, значит рост заболеваний. Отталкиваясь от этого, выводим данные, которые должен достичь наш торговый представитель, например, на $5000. Но при этом нужно учитывать, что торговый представитель может быть новенький на этой территории, он не всегда успеет провести переговоры с торговыми объектами, либо он наоборот сильнее, чем предыдущий торговый представитель, значит ему нужно поставить задачу несколько с ростом. Собственно, ваша задача определить, сможет ли торговый представитель выполнить эту задачу и как он с этим справится. Есть такие задачи, которые нельзя выразить в числовом выражении. Например, подписать договор, установить дисплей. То в этом случае задача измеримость определяется фактом установки да или нет. Допустим, подписать договор на поставку продукции. Измеримостью в данном случае будет договор с фактом подписи вашего контрагента или установленное оборудование в данном торговом объекте на основании фотоотчета. И еще один немаловажный момент. Любая задача должна быть выполнимой с усердием. Легкие задачи всегда расхолаживают
и профессионально развращают персонал. Давайте немного расширим кругозор и посмотрим, как могут выглядеть задачи KPI по принципу SMART для сотрудников, работающих с дистрибуцией в отделах продаж. Задача, которая сейчас у вас на экране, поставлена на развитие территории сбыта продукции. К 31 мая 2021 года активная клиентская база должна составлять 120 активных клиентов. Эта задача ставит целью развитие дистрибуции в сегменте розницы или в канале продаж. Самая основная и частая по применению задача – это задача на объем продаж. Не играет роли, что вы продаете, какие SKU, какие позиции, какие модели. Общий объем продаж должен быть выполнен, и он выражается в блоках, в рублях, килограммах, штуках и так далее. Четвертая задача применяется при сезонных распродажах, акциях или при агрессивном захвате рынка. Мы видим, что здесь за сентябрь месяц необходимо обеспечить присутствие локомотивного SKU продукта номер 2 на всех фирменных дисплеях, установленных у клиентов. А для движения новинок на территории мы можем использовать пример пятой задачи. К 1 февраля 2021 года дистрибуция новинки должна быть не менее чем в 60% от активной клиентской базы вашей территории. Спасибо за внимание. Если вам понравилось, подпишитесь, поделитесь и поставьте лайк за это видео.